Теперь начнем создавать книжные шкафы, которые выглядят как довольно сложная форма из многих деталей. Можем посмотреть сюда, на это изображение, и видим, что шкафы частично закрыты дверями и есть открытые книжные полки разных высот. В средней, верхней и нижней частях есть разные разделители и отделочные облицовки. Но если разложим это на более мелкие участки, то на самом деле увидим очень простые формы для построения. Итак, давайте зайдем сюда в файл 0306 старт и начнем строить это. На самом деле основа этого по существу просто большой куб, с чего и начнем. Выбираем примитив куб и уже знаем некоторые измерения, которые нам нужны. Этот конкретный шкаф будет занимать одну стену в комнате, которую мы создали ранее, от пола до потолка. Давайте перейдем к компонентам куба и сразу начнем добавлять его основные параметры. Высота шкафа будет фактически в те же 9 футов, которые мы назначили ранее при создании комнаты, что равно 274 сантиметра. Далее ширина будет составлять 10 футов, которую мы опять же назначали, когда создавали стены и пол, и это 304 сантиметра. Теперь средняя глубина книжной полки составляет около 17 дюймов или 45 сантиметров, так что продолжим и добавим и этот параметр. И в итоге получаем такие габариты шкафа. Следующее, что я собираюсь сделать, поместить низ шкафа на нулевую линию сетки. Давайте откроем вид спереди, нажимаю Insert, вставить, чтобы вызвать инструмент Move Pivot, переместить опорную точку, удерживаю клавишу V, перетягиваю и привязываю сюда ось Y, чтобы пивот сместился на низ этого объекта. Снова нажимаю Insert, чтобы выйти из этой опции и перетягиваю, удерживая клавишу X, так, чтобы поднять на сетке привязки сюда. Зумирую, чтобы убедиться, что основание шкафа находится точно на полу, когда посмотрим на оба эти объекта вместе. Я использую это изображение в качестве референса и хочу получить две части этого книжного шкафа. Комната на изображении на самом деле намного больше, чем наша, поэтому я собираюсь взять только ее половину, чтобы облегчить себе работу. Иду к Modeling Toolkit, Multi-Cut Tool, и если удерживаю Ctrl и нажимаю среднюю кнопку мышки, он автоматически режет выбранный объект точно пополам. Таким образом, это самый быстрый способ разрезать любой объект пополам. Затем иду в Face, выбираю левую часть объекта и просто удаляю ее. Теперь нужно начать разделять на конструкционные части наш книжный шкаф. Я знаю, что в его нижней трети будут находиться закрытые отделения. Я также знаю, что мне нужно отрезать часть с правой стороны, и нужно помнить, что это будет продублировано слева, и понадобится также отрезать кусок посередине и сверху. Давайте для этого снова используем Multi-Cut Tool и начнем добавлять дополнительные петли ребер. Иду сюда и просто на глаз назначу пропорции этого первого реза здесь, на правой стороне. Далее сделаю то же самое сверху и слева. Не нужно, чтобы эта часть слева была точно такая же, как и справа, потому что она будет дублироваться, так что нужно сделать примерно половину этой ширины. Теперь средняя высота закрытой части внизу составляет от 30 до 34 дюймов или 76-84 сантиметра. Я бы хотел, чтобы и здесь это было близко к их реальному размеру. Как можем это сделать? Ну, мы могли бы использовать инструмент измеритель как первый из способов решения этой задачи. Или использовать другой быстрый способ, которым мне нравится измерять все в сценах Maya. Просто создать примитив куб, переместить его pivot point нажатием Insert и, удерживая V, привязать к низу, кликнув на этой нижней сетке, и фактически используя масштабирование по Y до размеров, которые нам нужны. Итак, если перейду сюда, зная, что высота этой части шкафа должна быть 78 сантиметров, то теперь этот конкретный куб имеет такую высоту. Теперь могу выбрать свой книжный шкаф, вернуться к Modeling Toolkit Multi-Cut и разрезать его на уровне высоты этого куба.
Таков очень быстрый способ измерить сцену, использовать мерный куб с параметрами масштаба. Мы снова будем использовать этот куб здесь, когда начнем измерять высоту полок при их построении. Давайте вернемся к перспективному виду и вот то, что хотим делать сейчас. Вдавить эту часть, чтобы можно было начать добавлять полки. Это очень просто сделать. Выберите переднюю поверхность, удерживайте Shift и просто кликните, чтобы начать создавать такую нишу для самих книжных полок. Перехожу на вид справа, нажав клавишу 4. Все еще есть выбранная поверхность и просто подталкиваю ее немного к задней части шкафа. Итак, у нас готов блокинг этой формы, и теперь нужно добавить в нее собственно книжные полки. Можем продолжать использование Multicad и Extrude, но, по-моему, намного проще создать новый мерный куб и переместить его сюда. И самый важный размер, который назначаем на этом кубе для полки 3/4 дюйма. Большинство книжных полок именно такой толщины. Это равно 2 сантиметрам, так что можем ввести это в Scale Y или просто пройти прямо в параметры поликуба и установить здесь High на 2. Затем использую инструмент Scale, чтобы отмасштабировать полку до требуемой ширины и глубины. Подготовлено клубом «Перевод всем». Простой способ получить эту полку в конкретном размере – перейти к виду спереди, выбрать вершины и перейти к инструменту Move, нажав W. Затем удерживаем V для включения Point Snap привязки к точкам. Также перейдем от контурного режима просмотра к затененному, так как при этом немного легче видеть, что происходит. Итак, удержание V – это горячая клавиша опции Point Snap. И далее просто захватываю ось X и помещаю курсор над вершиной, которую хочу привязать. Сделаю то же самое с другой стороны, и такая же привязка сработает и там. Затем перейду на вид справа и нажму клавишу 4, чтобы перейти в режим Wireframe. Захватываю эти передние вершины, снова удерживая V и привязываю их спереди и сзади. Это дает нам книжную полку при правильной толщине, и она подходит общей форме, которую строим. Теперь хотим, чтобы книжные полки были установлены здесь. По вашему желанию, полки не всегда будут следовать через равные интервалы. И вот что собираемся сделать. Снова использовать наш маленький мерный куб. Я хочу сделать нижнюю полку самой высокой, например, 45 сантиметров. Так что ставлю куб сюда. Перейдем на вид спереди, захватываю эту первую полку и ставлю ее на нужное место. Снова захватываю куб и ставлю эту следующую полку с чуть меньшим интервалом. Далее перемещаю куб сюда, выбираю полку, дублирую Ctrl-D и перемещаю до этой новой высоты. Таким образом получаем меньшую высоту полки, и каждый следующий интервал между полками будет уменьшаться. Давайте продолжим и назначим это значение еще немного меньше – 238. Снова перемещаю куб, выбираем полку, дублируем и переместим ее вверх. И наконец последнее. Снова выбираю мерный куб, устанавливаю его высоту на 30, перемещаю вверх, выбираю полку, дублирую и помещаю на место. Итак, теперь получили все эти книжные полки, которые предназначены для разных книг с разными доступными объемами под них. Сможем также расставлять по этим разным полкам разные предметы – вазы, посуду, сувениры и так далее. И последние две части, которые я хочу создать на этом этапе блокинга – отделочные облицовки для средней и правой стороны, которая будет и левой. Итак, снова начнем с куба, перемещая его вперед. Перейдем к боковому виду или к виду справа. Назначу толщину этого куба опять же в 3/4 дюйма, что равно 2 сантиметрам. И затем отмасштабирую по высоте таким образом. Готово. Возвращаюсь к перспективному виду.
Ширина средней части здесь составляет 8 дюймов, поэтому я собираюсь установить ее шириной до 20 сантиметров для этой ширины. Перехожу на вид спереди и использую привязку к вершинам, чтобы получить нужную высоту. Удерживаю V и привязываю нижнюю часть. И я не собираюсь применять такую же привязку к самой верхней части шкафа. В итоге у нас будет облицовка, которая пойдет за ней. Так что это на самом деле очень близко к тому же размеру, который используем и для правой стороны. Эта облицовка вдвое шире, но это очень простая форма для дублирования. Переношу этот дубль вправо. И можно было бы перейти в Scale X и установить это значение на 0,5 и фактически получить 4 дюйма вместо 8. Здесь нужная форма чуть шире, чем эта. Выбираю обе эти части и на виде сбоку просто перемещаю их таким образом. Итак, на этом завершаем блокинг основных форм нашего книжного шкафа. Но это сейчас только его половина, а после создания деталей продублируем ее на другую сторону, чтобы получить завершенный шкаф. То, что мы хотели сделать здесь, получить основную часть дизайна с соблюдением правильных пропорций и масштабов, пока для половины этого книжного шкафа, до того, как займемся дальнейшей деталировкой.